Всем мое самое категорическое, средневековое, в данном случае уже панское мяу. Вы на канале RocKKot, и с вами сегодня утром в этой игре проснулся уже паном Кот, сиречь я, соответственно, вместе с главным героем. Итак, я напоминаю, что мы проходим замечательную игру Kingdom Come Deliverance, Царство грядущее. И, соответственно, в прошлой серии мы прошли основной сюжет, то есть мы его как бы закончили. И вот видите, теперь уже проживаем вот в таких вот приятных хоромах, так сказать, с настенной такой росписью, которая, скажем так, это эти обои, фотообои такие местные, где показана охота на оленей, такие очень грустные олени, такой, за что мне это, вашу мать, вот. И так далее. Он другого оленя уже грызут собаки. В общем-то, вот так вот в средневековье и развлекались люди. Так вот, мы с вами сейчас... Ага. Так, в доспехах. Проснулись вроде не в доспехах, а сейчас уже в доспехах. Так, у нас есть много чего, что можно продать. С последней битвы мы с вами добыли не так много, но, как бы, честно говоря, мы особенно-то и не стремились. Вот, а на данный момент давайте посмотрим, кто нас и куда зовет. Нас вроде пан звал. Так. Самое главное, что у нас фактически остались еще дополнения. Так, вот здесь типа отправляться как раз с Марграфом Йостом. Опять же, недобитый лагерь половцев. И самые различные задания и дополнения. Вот. Которые мы как раз с вами сейчас начнем проходить. Сейчас мы только возьмем вот это задание. Основное. Ехать к Марграфу. И начнем заниматься всеми остальными активностями, которые у нас здесь есть. А они есть. Так. Наверное, на второй этаж надо, да? Или в башню. А, мне же там в другой замок надо вообще, точно. Блин, да вы задрали. Что за фигня, что за обыск? Ты задрал уже. Ну. С ума сошел меня обыскивать? Зачем? Приказ пана, а я кто? Мужик, вот реально, не лезь ко мне с этим. Видимо, может это из-за какой-то как бы вещи, которая считается ворованной, которая у меня сейчас в этом самом... А что у меня прямо такого ворованного сейчас со мной? А пес его знает. Разве что только то, что на коне, ну так оно на коне. Вообще надо его как бы хрен продашь. Так. Это лошадь Рацига. А наконец-то она здесь, кстати, лошадь Рацига, да. Вот мой красавчик. Так, ну... Утречком мы начнем, так сказать. Хотя я не знаю, стоит ли сейчас ехать мыться. Не надо, наверное, я думаю. Кстати, вот что меня интересует. Та-та-та-та-там. Так, это понятно. Так, это у нас Тереза. Так, это дополнительное задание Терезы. Это просто какое-то непонятное добавочное задание. Вот здесь у нас новое добавочное задание. Да-да-да, это как раз вот касательно деревни, скорее всего, будет. И по идее, у Рацига мы еще должны будем взять задание. Но, видимо, это будет после того, как мы вот это возьмем. Ладно? Так, сейчас так быстренько продадим, что у нас тут есть. Чтобы оно, как сказать, не занимало место
Так, у нас на коне что-нибудь есть? Есть. Вот это у нас ворованное. Из одежды особенно у нас ничего нет. Только в основном оружие. Доспех, который в принципе у нас и так. Приятно, приятно. Что для вас это честь. Так. Погнали. Продаем молот. 2 меча торговца. Неплохо. И резчик душ. Неплохо. Так, и давай потрещим за ремонт. Может, тебя сейчас как бы возьмем и все отремонтируем. Так. Нагонский панцирь, так далее. Нам нужно ремонтировать свое. Ну, немного по деньгам. Отлично. Так, сейчас быстренько продаем доспех. И, в общем-то, мы, так сказать, уже готовы ко всему. К большим свершениям. Сейчас мы нас всех уже начали весьма любить. Так, это не мои перти. А, это вообще это купить. Так, продать, во-первых. Золотых шпоры продаем. Сразу очень хорошо по деньгам. Пам. Фапель. Нагонский панцирь, конечно, красивый, но наша бриганта лучше. Так, все остальное это наше. Окей. 2000. Прекрасно. I hope I can be of help to you, knight. Ну, все вообще отлично. Кстати, ну-ка, а если поторговать с ним, у него другой будет товар? Так, смотрим. Надо как-нибудь сюда прийти и, имеется в виду, попробовать просто, то есть в обычной одежде и посмотреть, как на нас все будет смотреться. Потому что пора нам уже приобрести красивую дворянскую одежду и ходить подобно дворянам. Все, поехали в замок. Понятно, мы не сильно грязные, это хорошо. Коняшка. Хоп. Сильно разгоняться не будем. Ага. И вот тут у нас начинается катсцена, походу. Финальная. Но, опять же, это как бы заканчивается только основной сюжет. Там нужно будет доехать до одного места и уже уехать, так сказать, то ли в Прагу, то ли куда. Но мы, естественно, пока туда не поедем. А будем проходить дополнение. Вот. Oh, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. Не догнали его. Eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us.
Давайте посмотрим товарища Ёбста. Отличный им вообще учёк, ему очень повезло. Йоп. Стоп. Так вот. Это так это меня память подвал, или ты икаешь? Так. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord. Ага, Vader. это и есть у нас Ёбст, наверное. This is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. Came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. И он второй. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, Он did тот not еще засранец. inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes Политика. sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. Вдруг неожиданно до него дошло. Margrave Jobst. Wenceslas and RocKKot behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother PRocKKot too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces. I was there when Sigismund abducted RocKKot. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir.
but I must admit now I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. Его лентяйство. Like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergolf, Heinrich von The Rosenberg. situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghoff is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts. And now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghoff know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, Your Grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war! And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Отлично. Yes. Why not? I'll go and visit Bergov at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I pack my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Вот такой вот закрут. Политика, политика. Так, и это мы выполнили. Поговори с отцом. Вот, заодно вполне возможно сейчас сможем взять задание. Так, и это у нас... А вот у нас папка-то. Да-да-да, здесь, по-моему, и задание. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be travelling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes.
Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? Так, I'm ну getting давай a bit lost in the поспрашиваем. Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with Так, their... Люксембурги прославились тем, что они, как говорится, фактически все свои владения завладели тем, что заключали брачные союзы. То есть они меньше, наверное, всего воевали и чаще всего женились, выходили замуж и дружили. Таким образом, так сказать, умудрялись породниться с другими благородными товарищами из разных стран. The cousin of King Wenceslas? He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert against Пфальцкий. and now Рупрехт left Пфальцкий. his position. Охренеть. I don't know what led him Прекрасные to do it, имена. and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him. But he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man has grasped the scepter, it's hard to let it go again. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Who is this Prokop that Job spoke of? Jobst's brother, the king's cousin. He and Jobst warred over Moravian supremacy for years. Then, Личные they родственные were связи. allies for a while, betrayed Wenceslas and sided with Rupert of the Palatinate. But after Sigismund abducted Wenceslas, Prokop fomented a revolt against him, and Sigismund had him captured. Мозги уже постепенно закипать начинают. Make of it what you will. I, for one, can't make head or tail of it most of the time. The League of Lords and that Berghoff we're off to see. Who are they exactly? The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghoff, Heinrich of Radetz, and others. Индержих, видимо, там весьма популярное имя. Their influence declined after Wenceslas surrounded himself with the lesser orders of nobility. They abducted the king years ago and made him bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way. So they may well be thinking twice. We'll see what Berghoff has to say. I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own right. 7 years ago, he led a crusade against the Turks and was defeated at Nicopolis. Some say it was due to the recklessness of the French knights, most of whom were mercilessly slaughtered. Sigismund is ambitious and capable. He might well make a better ruler than Wenceslas, but he's arrogant, and to our misfortune, brutal. Not long ago, he himself was held captive by the Hungarian nobility. They dislike him as much as some of the Czech and German noblemen do his brother Wenceslas. Ironically, Wenceslas joined forces with Jobst to liberate him. And now this is how Sigismund repays his brother. There's no doubt about it, God does move in mysterious ways. Пипец просто, блин. Во, Рупрехт Пфальцкий. Rupert of the Palatinate. That's a name I hadn't heard before today. Rupert is the Prince Elector of the Palatinate. What's a Prince Elector? The Prince лорд-выборщик. are dignitaries of the Holy Roman Empire who have the right to elect the King of the Romans, who would then be crowned Holy Roman Emperor by the Pope.
Rupert took the title for himself with the help of 3 other prince-electors, even though Wenceslas had already been appointed. Some of the nobility in the empire recognized Rupert's claim, but when he went to Rome to be crowned emperor, it turned into a fiasco. Now he's doing his utmost to get Wenceslas to acknowledge him, but so far without success. So, now we have 2 kings of the Romans. Jobst sided with Sigismund for a while, but now he's switched to Ему, говорит, allegiance. явно не привыкать. He seems to do that quite a Та lot. еще скользкая гнида. That young man, Sir John of Liechtenstein. Why is Лихтенштейн. he here? The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria and Moravia. Sir John sits on Jobst's council. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. It could be very useful. Ух, вот это я понимаю, вот это лекция по That's истории. Так, Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. так. So what do Собственно говоря, я хотел бы... Связь Люксембургов, так Тренер Прокоп, Совет знать, Сигизмунд Фальский. Видимо, важно, чтобы наш товарищ свалил отсюда. Понятно. И мы потом его в замке спросим. Понятно, хорошо. Так. Взять письмо. Ух, уж мы таки взяли письмо. Взяли так взяли. Можно сказать, прямо на лету так, I как believe we коршуны. have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Gutenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Был комар, нет комара. Me? Never, uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Но здесь на самом деле реально очень мощный задел на вторую часть. Очень мощный задел, потому что это ж если реально они создадут еще одну вот такую вот область, где будет стоять этот Бергов. Поздравляем, вы завершили основной сюжет, вы все еще можете выполнять сторонние задания или просто путешествовать по миру. А чтобы завершить игру, присоединитесь к отряду пана Яна Птачика и ускочите с ним за пределы карты. Чего мы, конечно же, делать не будем. Так, это у нас Ян Птачик.
Так, вот, нам нужно взять вот это задание. Разлетались тут собаки, а? Так. С Яном мы тут не поговорим. Ну, понятно, он там совсем в другом месте нас теоретически будет ждать. Так. Где выход-то? А что это за территория? Ага, я понял. Так. А проходите. Так. Так, это там типа его люди. Так, а вот где-то там, по идее, должен быть у нас... Или может он, конечно, на втором этаже. По идее, вот здесь вот. Понятно. Так, а может мне второй этаж нужен? Damn. А, хрен. Нет второго этажа. Блин. Так, ладно, хер с ним. Видимо, с ним сейчас нужно просто поехать. Или поговорить. Видимо, поговорить. So, can we set off now, Henry? There was one more thing I wanted to attend to. I see. We'll go on ahead and wait for you in the camp at Neuhof. I'll use the time for a hunt before we go. Very well. We'll meet up there as soon as I'm done. Отлично. Так, с этим мы разобрались. Они у нас сейчас уедут. А мы, соответственно, сможем заняться делами. Тыгадын, тыгадын. Объедь с другой стороны, придурок. Кто тебя учил вводить лошадь? Олень. Так. Ну, вроде бы объехал. Так, тут у нас... Понятно. Блин, я пока не могу сюда зайти. А мне нужно потрещать с отцом. Блин. Ладно, пес с ним. Я думаю, что он отсюда уйдет. Так, давайте займемся другими дополнениями пока что. Так, давайте посмотрим, какое у нас ближайшее. Так, здесь у нас это понятно. Так, это у нас с Терезой. Так, вот у нас лагерь здесь недобитый. Вот здесь у нас дополнение. Угу. Так. Вот, кстати, весьма хорошее дополнение. Как раз вот нам понадобятся деньги. Там нужно будет восстанавливать деревню. И, в принципе, можно будет его начать. Потому что остальные, я думаю, в принципе... Хотя, с другой стороны, нам бы, может, сначала... Нам бы... Блин. Ну, сейчас разберемся, короче.
Так, ну эта задача понятна, потому что это как раз поговорить с птачком, это... Да. Так. Смотрим. Так, вот у нас, да, это из пепла. Плохо, что он вот здесь сидит. Я думаю, что он оттуда выберется. Вот у нас еще добавочное задание. Так. Но почему, в общем-то, не приступить? Да, Тальберг недавно был местом для битвы, а теперь жизнь постепенно вернулась сюда. Ну, здесь, видимо, они не стали делать его разрушенным. Оп. Так, вот у нас здесь как раз пандивиш. То, что нужно. Так, со Стефанией поговорить нельзя. Можно поговорить с паном Дивишем. God be with you, lad. What can I do for you? Во. Be of service to you, Sidovish. I've heard talk that something is going on in Pribyslavitz. Henry, you've come at just the right moment. Я всегда I появляюсь в sent нужный a момент. man to Pribyslavitz. My locator, Marius. What's a locator? A land allocator. I charged him with checking on the condition of the settlement to see if we can start rebuilding it. You're planning to resettle the village? Yes, Why Pribyslavitz of all places? because it's been lying fallow and falling into ruin since it was sacked by Havelmedic years ago. It's about time that changed. Well, it should be safe there now. We trounced that rabble on the battlefield. Yes, and that's why I sent my master locator there. However, he should have been back long since. If you've no objection, I could go and look for him. I'd appreciate that. He probably just got delayed. But I'd be happier if you checked it out. Goodbye. Окей, значит, нам, в общем-то, надо ехать в Прибыславицу. И как раз вот мы тогда, помните, с вами однажды заезжали и видели там мужика в палатке. Так вот, это и был тот самый землемер. Вот, и теперь наша задача его выручить. В принципе, по дороге можно как раз там еще до кучи уничтожить половецкий лагерь. Так, ну-ка давай посмотрим. В принципе, лагерь не сильно далеко, надо ехать вот сюда и по этой вот дорожке. Вот так вот. А потом здесь, в принципе, вот этими окольными улицами как раз в Прибыславицу. Лады. Как раз в одном направлении. И это удобно. Вот. Ну, вообще, как я начал говорить, на самом деле, то есть задел очень большой у игры на вторую часть. Потому что, как вот описано непосредственно само задание, то, что Ян Птачек вместе с нами едет, соответственно, разговаривать с очень крутым дворянином, соответственно, в совсем другую локацию. Блин, там у них такие вообще обалденные приключения могут быть на самом деле. Что сдается мне, что тот же Индржих может оттуда приехать уже женатым. Причем на благородный или что-то в этом роде. Бедная Тереза, оперный театр. Нам бы седло починить. Что оно у нас там фактически все сломано. Так, а там в том лагере у нас 3 разбойника, по-моему. Ну, в принципе, их можно попробовать на коне.
Так. Лагерь у нас где-то вот тут недалеко должен быть. Да, ага, вон там как раз дорога вильнет. И потом мы можем пробовать. Ручеек, ручеек-то не очень хорошо. Так, это такой мостик. Угу. Лагерь у нас где-то совсем недалеко. Так. Посмотрим, сколько у нас там половцев. Ну, там где-то до 5, наверное, должно быть. Половцы, выходи на честный бой. Забавное местечко. Так, мне казалось, что я собаку слышал. Угу. Как-то надо, блин, повнимательнее немножко, потому что чуть не проехал. Слышу голоса. А, они в пещере сидят. Вон они. Алло, алло. Привет, ребята. Здоров. Че, поскакали, что ли? Хоп. Бегут, бегут, отлично. Оп. Продолжаем бежать. Оп. Теперь можно слезть и начать воевать. Тихо. Что вас много-то, а? Эй, 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 алло. Да собака тут еще это. Да в душу мать. Так, как нехорошо началось. Да собака, блин, уйди, 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 сука. Да уйди, сука. Вот почему моя собака так не делала? Блин. Да сколько вас здесь? Всего бронированный, главное. Да в душу мать, а? Эй. Собака. Ходим. Собака, блин, бесит меня. Да, блять, ты ебаная шавка, а? Ходим. Так, держимся. Блин, а? Да что ж такое-то? Да как так? Да чтоб тебя, блин, да гнида! Да какого хера, эй? Так, что-то я расслабился. Что-то я расслабился как-то, это нехорошо, это не к добру, блин. Как-то привык за последнее время, последняя запись вообще ни разу не помирал. И тут вот получает деревня трактор. Не, надо все-таки, блин, их там, считай, 4 бронированных. Я не понял, почему они так долго не отстали от меня. Так бежали, блядь. Ну ладно, хер с ним. Собака чуть дурацкая. Сейчас все будет. Сейчас мы этот лагерь вырежем. Так, благо не так далеко ехать.
Так, надо будет там записаться. Блин, да. Вот самое интересное, моя собака, ну, даже если она так и делала, я этого ни разу не замечал. Вообще ни разу. Вот. А там, там их 5 получается. И все-таки они очень неплохо защищены, то есть там фактически все доспешные, кроме одного, который от нас, кстати, опиздюлился и сдался. Остальные все доспешные, поэтому нет, там нельзя противостоять им всем сразу, потому что, ну, блин, 4 человека это много. 4 человека это много, но это и в жизни много было бы, это пипец. Пойди одолей 4, тем более в доспехах. Да что такое, давай, едь. Надо будет сейчас эту самую бычью кровь выпить. Чтобы, так сказать, посильнее бить. Вот до чего докатились. Без этих, без эликсиров уже никуда. Пошли мы дорогой ведьмака. Так, ну я думаю, здесь можно где-нибудь вот здесь проехать. Чтобы там не через ручей. Так. Чтобы нам потом не скакать. Отлично. И бычью кровь. О, а он, кстати, один. -1. Отлично. Одного сняли. Прекрасно. Ты, видимо, был у них. Это был у них, видимо, часовой. Вот. Но ему не очень повезло. Он слишком задумался о чем-то. Мы к нему подбежали, он даже не сразу понял, что это было. А была это смертушка его. Неожиданная. Безжалостная. Так, а вот дальше нам надо на конике. Так, я не понял, с чего мы обожрались, ну да ладно. Видимо, с бычьей крови. Ну? Вот здесь как бы важно все-таки, чтобы не все как бы догнали бы. Я вот не вижу, никто-нибудь выбежал. Нет. Это плохо. Так. Четверо. Ну, давай, поехали. Pont, amikor kedvem lenne
Давай, давай, беги за мной. Ты один и беги за мной. Отлично. Так, давай с собакой разберемся. Есть. Отлично. Мы убили собаку и убили одного латника. Хорошо. Это хорошо. Это, конечно, не вожак. Так, ну он был весьма бронированный, и это хорошо. То есть одним бронированным меньше. Прекрасно. Их там осталось трое. Их осталось трое. Но в открытое противостояние все равно как бы лезть не хочется, потому что, блин, трое меня могут забить на раз-два. Ну-ка, пещера здесь. Алло, алло. Ну чего? Придурок. Так. Я не очень понимаю, но ощущение, как бежит один. А нет, там еще остальные бегут. Хорошо, бежал только один. Так. Мы бодро начали. Оп, отлично. Добиваем. По-моему, это был вожак. Остальных я пока не вижу. Но вожака мы зарубили. Прекрасно. Половецкий топор. Ты что ли у них главный-то? Точно. Предводитель. Половецкий металлический щит. Так. Чисто теоретически осталось двое. Боруку доложить мы успеем. Нам нужно зарубить тех двоих. Негоже оставлять после себя недобитки. Так, вон там эта пещера должна быть. А, вон там чувак вышел.
Да ладно, с ума сошел, что ли? Слышь, ниндзя хренов. Готов. И он еще один. Добить. Ай, не надо. Еще будут? Хе-хе-хе. Вот так вот и кончились половцы. Но вроде больше никого. Мужик даже, собственно говоря, добирать-то не успел. Ну ты, блин, фехтовальщик сраный. Отлично. Так, это все мое. Ну и хорошо. Так, давайте глянем, что у них тут внутри есть. Интересного. Пещера, мне кажется, пещера неспроста. Так, ну-ка давайте глянем пещеру. Так, опять же сундук. Ну, скорее всего, опять его хрен откроешь. Два даже сундука. Так, ну ничего, такая пещерка-то. Хрен. О, а это пустой. Офигеть. Так. И музыка такая зловещая, зловещая музыка. Но ничего страшного. Все у нас тут как бы вроде бы получилось. Непонятно, зачем такая зловещая музыка. Так, все, поехали мы в Прибыславицу. Благо она недалеко. Очень странным путем мы поехали. Надо было самостоятельно ехать. Не пришлось бы такими дикими этими окольными путями кататься. Только западни здесь не хватало. Я не помню, что здесь делал. Тоже половцы, что ли? Собака за нами, по-моему, бежит. Собаку вижу, больше никого не вижу. Ну и как бы и хрен бы с вами. Так, а вот у нас и сама Прибыславица. Так, разбойники у нас вон там. Сейчас я переключу серию, и мы начнем, соответственно, выручать нашего землемера. Так что никуда не уходим, сейчас будем продолжать.